Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Тарас. Приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. А кому не повезло, не повод расстраиваться, ребят, ведь у нас новый розыгрыш, благодаря игроку Сифера. Спасибо тебе большое за поддержку канала и братьев Сталкеров, друг. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша через неделю, 25 сентября. После обновления очень много подписчиков просили меня снять видео про зимний сет, точнее про обновленную его версию, так как старый уже не защищает от холода на 100%. Честно говоря, до последнего тянул и не записывал этот ролик, так как не люблю новую землю, но в связи с последними событиями решил в корне переосмыслить свои взгляды. Забегая вперед, скажу, что фармить там действительно потрясно, артефакты, медведи, волки, но видео будет сегодня не об этом. Давай обсудим сет, это так тебе затравочка на будущее видео. В принципе, от старого сета мало что изменилось. Остались все те же: шапка с отворотом, балаклава вязаная, термоштаны, терморубашка, телогрейка вязаная, штаны ватные, перчатки пилота, носки и валенки. Ну и бронежилет, наколенники и защитный костюм Аладдин. Этот набор одежды самый простой и самый экономичный из всех. В нем ты можешь постреляться и пофармить. Можно сказать, что это универсальный набор для всех игроков. Но есть еще одна вариация. Ватную телогрейку можно заменить полушубком бекеша и шапку с отворотом поменять на шапку-ушанку. Выглядит, конечно, это шикарно, но броню и каску наверх ты уже не оденешь. Допустим, они тебе и не нужны вовсе, скажешь ты. А что с ценой? Она будет сильно отличаться от предыдущего сета, а профит будет минимальный. И стоит ли переплачивать за это? Ведь мерзнуть ты все равно будешь. Для себя же лично я выбрал первый вариант, так как мерзнуть все равно будешь как ни крути, а первый сет более универсальный и с ним можно одеть броню и шлем. Ну и по цене, соответственно, он дешевле, чем второй. Так, допустим, с сетом мы определились. Теперь поговорим, как продлить минуты нашей несчастной жизни на ледяном архипелаге. Братик, если ты только начинаешь играть на проекте, то вводи промокод Nixon при регистрации. Он даст тебе бесплатный премиум аккаунт на 7 дней. Ссылка на регистрацию в описании и закрепленном комментарии. Есть три варианта: костры, артефакт-грелка и инъекторы с рябиновкой. Начну, пожалуй, с простого: артефакт-грелка. Полного заряда ее хватает на 10 часов, после чего артефакт будет полностью непригоден. Цена грелки на сервере EO1 примерно 200-300 тысяч. На экране плюсуется цена за контейнер. Этот артефакт дает 6% защиты от обморожения за один стак. А если ты его экипируешь и постоишь у костра, то он зарядится, и ты получишь полную неуязвимость морозу, но правда всего на 5 минут. После того, как баф согревания костра пропадет, ты снова будешь мерзнуть, но не так быстро, как без грелки на поясе. Следующий наш спаситель — это костер. Костры на новой земле можно установить всего в нескольких точках. Первая точка находится в квадрате А3-2. Костер ставится прямо на входе в пещеру, в аккурат, там нужно нащупать место. Вторая точка в бункере, там тебе ничего устанавливать не нужно, костер уже там есть, и ты можешь просто погреться. Третья точка под вышкой в квадрате B3-4. И еще костер можно поставить у скворника на маяке в квадрате B5-1. Этих точек вполне достаточно для того, чтобы отогреться самому и зарядить грелку, которая висит у тебя на поясе. Еще один вариант и самый дорогой из всех — это инъекторы с рябиновкой. Один из моих подписчиков сказал мне, что если уколоть усиленную и очищенную рябиновку вместе, то будет сниматься обморожение. Сейчас объясню почему. Обморожение накидывается 3 стака раз в 10 секунд, а очищенная рябиновка будет снимать 1 стак раз в 6 секунд и усиленная рябиновка 2 стака раз в 6 секунд. И получается, что пока действуют обе рябиновки, мороз бить не будет. Точнее, он будет бить, но он будет быстрее сниматься, чем накапливаться. Но если вколоть их по отдельности, то обморожение будет копиться, но значительно медленнее, чем без них. Обе они продаются в донатном магазине и на доске. Как ни крути, беззаботно бегать как раньше по новой земле у тебя уже не получится. В любом случае нужен зимний сет. И я придерживаюсь первому варианту, который перечислил в самом начале видео. И дальше у тебя два исхода. Либо ты бегаешь с кострами и грелкой и периодически греешься и заряжаешь грелку на точках, либо ты богатый и покупаешь себе усиленную и очищенную рябиновку. Для себя же я выработал такую вот стабилочку. Фармишь, к примеру, артефакты, начал подмерзать, пошел поставил костерок, погрелся, зарядил грелочку и дальше в путь ковырять артефактики. Понятное дело, ты сейчас думаешь, что все это слишком заморочено и возможно дорого, но постарайся вникнуть в фарм, там действительно хороший. Надеюсь, в скором времени я доберусь до туда со своим вахтовым методом фарма и расскажу тебе все прелести зимнего архипелага. Но забегая вперед, скажу, что фармить там непросто, из-за большого скопления ПКшников. Это так тебе, чтобы ты морально подготовился. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на канал и не забудь про комментарий. До встречи в зоне, сталкер. Ну, проветришься, заходи.